Егор, скажи, пожалуйста, вот, а делают ли в Якутии лебедей с покрышек? Конечно, делает. То есть это доказывает, что Якутия – это Россия. Так, сейчас куда мы едем? Мы сейчас едем в Институт мерзлотоведения, где будем греться в шахте. Спускаться в вечную мерзлоту, греться, потому что там сегодня потеплее, чем на улице. Это у нас, кстати, медицинский центр, куда ездят со всего Дальнего Востока лечиться. Потому что почему-то у нас в 90-х годах, может быть, благодаря нашему первому президенту Михаилу Ильичу Николаеву, построили суперсовременный медицинский центр. Он гигантский, взрослый, детский, он просто на много тысяч человек, прекрасное оборудование. Его строили австрийцы, живые австрийцы. Приехали и в 90-х в Якутии посреди тундры, тайги строили суперсовременный медицинский центр. Ну что, друзья, мы с вами прибыли в Институт морозоведения. Мерзлотоведение. Мерзлотоведение. И здесь памятник до недавнего времени единственный памятник мамонту. Первый и до недавнего времени единственный памятник мамонту. Теперь памятников много, да? Да, сейчас везде идет спор, где же родина мамонтов. И мы боремся за это звание, потому что родина мамонтов здесь, Якутия. Я не могу на таком морозе говорить. Как ты можешь разговаривать, если еще и смеяться? Я не понимаю. Все дело привычки. Люди ко всему привыкают. У меня слова замерзают. И здесь коврик. И здесь коврик. Попробуй прочитать надпись. У нас все надписи дублируются на якутском языке. Улеки хил знамята орденных мельников Атынан Ирбет Тансу Йоретер Институт. Вау, ничего себе. А как ты знаешь, что можно это читать? Вот это О с полосочкой. А ты, походу, якут? Тоже потомок Чингисхана. Да. И у нас тут продают варенье. Рыба замороженная. Реально рыбу продают. Здрасте. Здравствуйте. Просто кто-то принес рыбу и продает? Да. Господи, не поваляешь, не поешь. Снимают. Скрытой камерой. А он интересно, иностранец. Он вас не поймет все равно. Так, значит, что у нас случилось? У нас тут привезли рыбу, поэтому все заняты покупкой рыбы. Варенье из черники 600 рублей, а из всего 600. Малиновая 700 и вишня 700. Ух ты, еще кедровые орешки. Кедровые орешки 350 рублей килограмм, ну недорого. Но самое главное, это опилки 200 рублей мешок. Балбах, перегной, перепревший конский навоз и земля. Без цены не указаны. Там холодно внизу? Там -7. Теплее, чем на улице. Пошли греться. Это вот переходная зона. Здесь у нас... Ух ты. Вот такие кабинеты у нас имеют лаборатории, где проводят различные эксперименты. Тут вот выставили находки животных, которые найдены в Севере порядка 30-40 тысяч лет. Эти животные бродили по территории северо-востока России, Якутии в частности. Меня всегда поражали эти самые различия. Посмотрите, вот это, допустим, череп овца-быка. У него рога загнуты вниз. Здесь это череп, допустим, бизона. Рога загнуты вверх. Спрашивается, матушка природа так позаботилась, что жили рядом друг с другом, а рога росли в разные стороны. Вот как так, я даже не представляю. Это значит, здесь скрываются речные пески. Они обладают одним недостатком, что когда река Лена отсюда ушла, обнажив этот песочек, песочек промерз температурой -3, -4 градуса. Но при такой температуре еще не вся вода, которая была среди песчинок, перешла в лед. И поэтому, когда сделали кабинет, эти штольни, значит, лед начал испаряться, и, в общем-то, кабинет стал расширяться. Поэтому таким образом решили его укрепить. Итак, мы с вами на глубине порядка 12-15 метров. Здесь вот скрывается речной песочек возраста 12-15 тысяч лет. Здесь раньше рекла
текла река Лена, потом она русло сменила, сдвинулась туда, этот речной песочек, значит, промерз. Значит, там мы, когда были наверху, температура, я говорил, -3. Но это естественная температура горных песков. А здесь, если мы посмотрим, там -8, вот там температура. Вот этому кусочку дерева порядка 1 миллион лет. Его нашли внизу в реке Алдан. Есть такое обнажение Мамонтовая гора. Сразу хочу сказать, что возраст мертвых пород на территории Якутии на севере достигает 2 миллионов лет. По мере приближения на юг возраст порядка повышается до 1 миллиона и так далее. Вот этот кусочек бивня, возраст порядка 40 тысяч лет. Вот этому кусочку дерева порядка 12-15 лет. То есть оно росло в то время, когда откладывался этот песочек. Сейчас я свет включу. Здесь вот как раз арендовали кабинеты, хранили семена различных растений. Когда сотрудники Института биологии отсюда съезжали, я спросил их, какая цель. Мне вкратце сказали, допустим, храним мы семена, потом их сажаем, лет через 10 и скорость порядка 95 и даже более процентов. То есть как бы сохраняется семенной фонд. Вот здесь у нас есть, значит, наиболее пушные зверьки, которые на территории Якутии водятся. Это вот соболь, это вот белка. Здесь у нас лежит, значит, челюсть мамонта. Здесь, значит, у мамонта всего 4 зуба. Вот зуб примерно такого плана выглядит. Значит, всего 4 зуба. 2 сверху, 2 снизу. И он, значит, хоботом собирает траву в рот и перетирает эту траву. Это самый низ, который у вас есть? Да, самый низ там еще уходит вниз. Вот туда дальше еще спускаться не будет. Во времена Советского Союза здесь испытывали сарай, когда шло массовое строительство этих каменных домов до сваек. Здесь вот подбирался бетон, который наиболее прочно подходит для сваек. В институте мерзлотоведения хорошо, но в тепле лучше. Все, рыбы нет. Друзья, мы с вами были в институте мерзлотоведения. В институте мерзлотоведения спускались под землю, и экскурсию нам проводил прекрасный Мурзин Юрий Андреевич, научный сотрудник, лаборатория геотермии криолитозоны. Геотермии криолитозоны, научный сотрудник. Слушай, я так понимаю, любой человек может прийти, ему проведут экскурсию. Да. В общем, друзья, если хотите спуститься под землю в вечную мерзлоту и довольно интересно все это дело посмотреть на кости мамонтов, на какие-то замерзших рыбок и вообще там просто красиво и необычно, то звоните в институт мерзлотоведения. Ты сейчас шутишь? Нет, правда. Традиционная якутская фамилия Варламов. У нас есть певица Варламова, очень известная оперная певица. Вообще это очень популярная и распространенная фамилия Варламова. Может, тут твои родственники в семье? Вполне возможно. Я, кстати, чувствую себя. Я же тоже постоянно улыбаюсь и смеюсь. Куда мы приехали? Мы приехали в 203-й микрорайон, самый новый район Якутска, который централизованно застраивается и который особенный тем, что здесь он на намывных песках находится грунт, нет вечной мерзлоты, и тут есть подвалы и подземные гаражи. Это просто удивительно для Якутска. Ты один из самых харизматичных и позитивных людей, кого я еще в своей жизни видел. Ты не хочешь какое-нибудь шоу вести на телевидении? Ну, было дело, да. Егор, скажи, пожалуйста, а делают ли в Якутии лебедей с покрышек? Конечно, делает. То есть это доказывает, что Якутия — это Россия. Прекрасные лебеди. То есть это считается элитный район. Да, это самый новый, тут достаточно дорогое жилье, но он находится в центре. И вот здесь вот дом, у нас 2 типа строительства. Это дом строится из монолитного бетона, крупнопанельный дом, а это монолитный бетон, который заливается. И вот этот дом как бы очень такой классный, тут большие окна. И что тут нету лестниц перед подъездами, это просто безумие какое-то. Вход на 1 уровень. Да, это просто безумие, что может быть так здорово, что можно зайти просто не поднимаясь по бесконечным лестницам, которые всегда заледневшие. Проверим. Раз. Да, а тут уже тепло. То есть мы находимся в самом удивительном районе, где
дома, построенные с подвалами, с подземными парковками и вход в один уровень. То есть это самое такое элитное, самое дорогое жилье в городе. Ну, не самое дорогое жилье. Самое дорогое элитное жилье у нас находится за городом, где люди живут в коттеджах прекрасных. Я имею в виду, барах. если брать квартиры из квартир. Ну да, наверное, здесь самое такое востребованное жилье. Есть и элитные дома, которые просто индивидуальные планировки, гигантские окна, но они такие на рынок сильно не выходят. В Якутске вообще очень переоцененное жилье. У нас есть квартиры, которые за 15 миллионов продают. За 15 миллионов квартира в Якутске. Сумасшедшие И люди люди. покупают. В Якутске у нас есть мода такая, модно одевать свои машинки. Мы очень любим свои машинки, у нас очень много. Вот этот вот зимний наряд из зимней коллекции, Наташа называется. Это так называемый мобильный гараж. Мобильный гараж, ты одеваешь свою машинку в синтепоновую куртку, пуховичок, и она у тебя стоит и не так сильно замерзает. Большая проблема то, что их воруют. Наташ ворует массово. Сколько стоит такой чехол? От 10 тысяч и больше. То есть ты, реально 1015, да, там сколько получится? 10, 15, 20, в зависимости от толщины, от качества работы. Это просто синтепоновый чехол на автомобиль. Подожди, смотри, здесь выходит труба. Она заведенная под ним? Конечно, Ну, она как-то плохо заведенная. Почему? она стоит на автоподзаводе. То есть она заводится раз в 15 минут, прогревается, потом вырубается заново. То есть в этом как бы технологии. Но этот район только у нас застраивается. Вот эта вот часть уже готова. И вот у нас здесь все строится. В Якутске ежегодно десятки тысяч квадратных метров жилья. И все раскупают. Минимальная квартира здесь стоит, можно купить за 2,5 миллиона рублей. Это самая маленькая, конечно, студия. Средняя цена 4-5 миллионов в этом районе квартиры. А зачем люди все едут жить? Здесь же холодно. Ну, Что как, они из сделают? деревень. Из республики, из деревень приезжают в город жить. Я был очень много где на Дальнем Востоке. Нигде такого нет. Городской пляж, где мы купаемся летом. Всех приглашаю курорты Республики Саха-Якутия. И здесь вот переправа. Сейчас река у нас еще недостаточно замерзла, чтобы по ней машины ездили. Но уже паромы и ледоколы не справляются. Поэтому здесь судно-воздушная подушка. Единственное, что соединяет нас с миром сейчас, кроме самолетов, да. Это очень дорого, люди прямо дерутся для того, чтобы занять место. Их немного, проезд стоит 2000 в одну сторону. 2000 куда? В одну сторону, через реку. Да, ты прикалываешься. Да, очень дорого. Так вот же мост, подожди. Так, у нас моста нет. А вот это что? Это просто это дамба. А где другой берег, подожди? Он в 10 километрах отсюда. Река-то широкая у нас. Мост нам обещали. Лично Владимир Владимирович Путин нам обещал лет 15-20 назад, 15 лет назад обещал, что построит. И Вот так вот у Егора закрылся бизнес. Что там тебе Путин обещал? Что ты недоволен? Мост мы ждем до сих пор. То есть переправа через реку стоит 2000 рублей? За одно место. Ну пешком-то можно перейти? А? Пешком сейчас можно перейти? Ну, за это штрафуют, но люди переходят. Что делать-то? Летом паром, зимой по льду, а в межсезонье пешком, либо на суднах на воздушной подушке. Но на машине сейчас вообще никак невозможно. Ну, некоторые дураки так делают. И тонут каждый год. Весной, осенью машины, целые семьи, целые микроавтобусы с людьми уходят под воду. Потому что едут по тонкому льду, потому что выхода нет. Из-за этой транспортной ситуации у нас очень все дорого в Якутске. Потому что, чтобы все что угодно привезти, нужно через реку перевозить. И вот это вот все как маршрутки. Да, То есть они сейчас на тот берег. на тот берег, и там уже ждут пассажиры. И потом сейчас будут переправляться в город. Thank you.